I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Власти Бельгии распорядились снести скромный дом из красного кирпича на юго-западе города Шарлеруа. Это событие готовилось более четверти века. Отныне каждый, кто будет проходить мимо этого места, увидит мемориал. Сад с деревьями, окруженный белыми стенами и с фреской, на которой изображен ребенок. Он наблюдает за взмывающим в небо воздушным змеем. Но за этой вывеской скрывается нечто зловещее, а именно звукоизолированное подземелье, в котором когда-то содержались маленькие девочки. Их подвергал пыткам и изнасилованиям бывший владелец дома и самый известный бельгийский преступник Марк Дютру. Мемориал – это дань памяти жертвам маньяка, и по просьбе их родителей подвал будет сохранен для возможных будущих расследований, которые, по мнению некоторых, могут раскрыть более широкую преступную сеть. Похищение Сабины Дарден. У 12-летней бельгийки Сабины Дарден было красивое светлое лицо, голубые глаза, кудрявые волосы. Внешне она похожа на маленького ангела, однако девочка обладала сильным и волевым характером. Сабине нравилось играть в футбол, в машинке и кататься на роликах. Она была совершенно не похожа на своих сестер с более женственными увлечениями, но именно бойкий характер помог Сабине выжить в ужасных условиях. 28 мая 1996 года 12-летняя девочка ехала на своем новом велосипеде в школу. В 7:30 утра она приближалась к дому подруги, Давины. Девочки каждое утро встречались возле гаража, а дальше вместе добирались до школы. Но в этот день Сабину подруга не встретила. «Наверное, мама решила отвезти ее сегодня на машине, а может быть, она уже ушла», – подумала девочка. Поэтому она продолжила свой путь по пустынной улице вдоль высокой густой ограды. В какой-то момент девочка услышала шум мотора и прижалась к правой стороне дороги. Звук издавал старый ржавый фургон, переделанный в дом на колесах, с 3 сиденьями спереди и скамьей-лежанкой сзади. Стекла фургона были закрыты занавесками в желто-коричневую клетку и заклеены скотчем. Какое-то время фургон ехал за девочкой, а потом поравнялся с ней. Боковая дверца была открыта, один мужчина высунулся из автомобиля и на ходу схватил девочку за одежду, затащив в салон фургона. После этого Сабину завернули в одеяло и силой стали запихивать в рот таблетки. Она пыталась сопротивляться, но похититель был намного сильнее ее. Водителя Сабина видела лишь со спины, а вот второго преступника ей удалось разглядеть. У мужчины были грязные сальные темные волосы, узкие черные глаза. Одет он был в черную куртку, а на голове была кепка с неизвестной ей эмблемой. Спустя какое-то время фургон остановился. Один из похитителей приказал девочке по сигналу залезть в заранее приготовленный сундук. Он был ржавый и маленький, и девочка никак не могла в нем уместиться. Поэтому преступникам вдвоем пришлось ее заталкивать туда силой. Уложив Сабину в сундук, похитители подняли его и понесли куда-то вниз. По крайней мере, так ощущала Дарден. Когда девочка вылезла из сундука, она увидела, что находится в маленькой квадратной формы комнате. В одном углу комнаты детские игрушки и кровать. Вдоль стены шкафы, вроде стеллажей, на которых множество различных предметов. В другом углу плита, в глубине микроволновая печь. На полу кирпичи, мешки с цементом, инструменты. Среди беспорядка на полу небольшой проход вел к двери, которая была накрыта пленкой, и 2 доски закрывали ее крест-накрест. Дверь, вероятно, вела в другую комнату. На другой стене белые пустые кухонные шкафчики. Была еще лестница, ведущая наверх, и рядом с ней холодильник, довольно высокий, на котором стоял телефон. Сабина никак не могла до него дотянуться. Затем девочка закрыла глаза, вероятно, она потеряла сознание, а когда открыла, увидела, что находится уже в другой комнате. В новом помещении Сабина увидела 2-ярусную кровать, на которую похититель приказал ей лечь, а также мужчина заставил девочку раздеться. Как только Сабина выполнила все его приказы,
Мужчина надел на ее шею цепь и приковал к кровати. Длина цепи была около метра. После всех этих действий взрослый вышел, оставив девочку одну в этом ужасном и совершенно незнакомом для нее месте. На следующий день он вернулся вместе со вторым похитителем. Они вдвоем убедили Сабину, что ее похитили из-за желания получить выкуп. «Не волнуйся, я желаю тебе только добра, я спас тебе жизнь. Один злой человек, шеф, хочет причинить тебе вред. Он хочет денег от твоих родителей», — сказал один из преступников. Затем мужчина рассказал, что этот шеф желает девочке смерти, потому что ее отец раньше был жандармом. Якобы этот шеф хотел отомстить одному из его детей, и его выбор пал на Сабину. Со слов преступника, этот злой шеф хотел выкуп, а родители Сабины отказались платить. Поэтому ему нужно убить ее. Сабина ужасно испугалась и сильно заплакала. Похититель начал успокаивать девочку и обещать оставить ее в живых, но взамен она станет выполнять все его приказы, а именно удовлетворять его сексуальные потребности. Сабина каждый день пыталась сопротивляться ему, она толкала его, задавала множество вопросов. Девочка боролась за свою жизнь. Чтобы не сойти с ума и не потерять ход времени, Сабина попросила у похитителя тетрадь и ручку. Она начала вести календарь и писать письма родителям. Психотерапевты говорят, что для того, чтобы пережить травму, люди должны превратить свой опыт в историю, дать название вещам, сообщить о том, что произошло на самом деле. Не иметь возможности говорить о произошедшем обычно даже более травмирующе, чем сам инцидент. Сабина инстинктивно прибегла к единственному способу выживания, который у нее остался – письму. Девочка писала своей маме: «Мама, он говорит, что я должна заняться с ним любовью. Я должна поцеловать его. Ты знаешь как?» Ужасная ирония истории в том, что она написала эти письма для своего насильника. Он их использовал, чтобы манипулировать своей жертвой. Иногда маньяк передавал псевдопослания от родителей Сабины. «Будь тихой, послушной и хорошо ешь. Деньги найти не получится. Смирись со своей судьбой. Теперь мужчина, который украл тебя, твой муж», рассказывал похититель Сабине от имени ее родителей. Несмотря на каждодневные изнасилования, девочка не переставала противостоять своему мучителю. Она требовала одежду, отказывалась ходить при нем голая, отталкивала его и просила не трогать себя. И мужчина каждый раз сдавался и потихоньку выполнял ее просьбы. В один день он принес радиоприемник, чтобы ей было не скучно. В другой день он принес кипятильник, чтобы она могла делать себе чай. Затем принес маленький обогреватель, потому что девочка жаловалась на вечный холод. Однажды мужчина уехал на 5 дней и оставил Сабину одну. Она начала изучать комнату и вспомнила объявление в газете о пропаже других девочек. Когда она увидела на стене имена, то ужаснулась. Сабина поняла, что она не первый похищенный ребенок, что здесь были и другие. Позже похититель начал больше доверять девочке и позволил ей бродить по дому. Так она узнала, что находится в нескольких сотнях километров от дома. Спустя 70 дней заточения у Сабины началось кровотечение. Ее маленький организм не выдерживал такого количества насилия. Вместо того, чтобы отвезти девочку в больницу, похититель спустил ей в подвал подгузники и заставлял их менять каждые полчаса. В один из дней Сабина попросила у похитителя подружку. Мужчина изначально отказался выполнить эту просьбу, но потом, когда понял, что Сабина не в состоянии удовлетворить его ужасные потребности, согласился. Кошмарный сон для 14-летней Летиции начался 9 августа 1996 года, около 9 часов вечера. Она шла домой и ненадолго задержалась на центральной улице города Бертрикс, где в это время шумел праздник. Рядом с подростком остановилась белая машина. Кто-то подошел сзади и затолкнул девочку на заднее сиденье машины. Водитель угрозами заставил проглотить какие-то таблетки. Очнулась Летиция в неизвестном ей грязном подвале. Видимо, в пищу ей подмешивали наркотики, чтобы она не выходила из состояния оцепенения. Периодически заходил похитивший ее водитель и делал с ней все, что хотел. Унижения и боли у Летиции не было, был только парализующий страх. На 4-й день похититель перетащил ее в другую комнату, где уже сидела 12-летняя Сабина. При знакомстве Летиция сообщила Сабине, что на самом деле ее ищет вся Бельгия, а родители очень переживают. Девочка не могла поверить, что ответы на ее недоставленные письма были неправдой. Когда пропала Летиция, на ноги была поднята вся жандармерия маленького городка. Родители впали в панику, запретили своим детям выходить на улицу.
Полицейские пытались найти хоть какие-то зацепки, искали свидетелей. Вскоре узнали, что один из старшеклассников случайно запомнил часть номера автомобиля, останавливавшегося возле девочки. Проведя необходимую работу, полицейские установили владельца машины. Им оказался ранее судимый Марк Дютру. Биография Марка Дютру. Дютру родился в Икселе, Бельгия, 6 ноября 1956 года. Он был старшим из 5 детей. После Марка в семье родились 3 брата – Поль, Серж, Йохан и сестра Валерий. Его родители Виктор и Жанин Дютру были школьными учителями. Они познакомились на работе и спустя 2 месяца поженились, потому что Жанин уже была беременна Марком. Раннее детство мальчик провел в бельгийском Конго, некогда существовавшей стране колонии Бельгии. Но после конголезского кризиса, который вспыхнул после получения Конго статуса независимого государства, семья вернулась обратно в Бельгию. Виктор, отец Марка, в новой школе не прижился. На него постоянно поступали жалобы, особенно от коллег-женщин. Сотрудники рассказывали начальству, что мужчина позволял себе неуважительное отношение к коллегам, мог отпустить пошлую шутку, нахамить просто так, а иногда позволял себе дотрагиваться до груди и интимных мест. Чаша терпения руководства школы переполнилась, и Виктора уволили. К своей жене Виктор относился также пренебрежительно. Мужчина постоянно ей изменял, поднимал на нее руку и требовал постоянного подчинения. К детям он относился не лучше, практически не принимал участия в воспитании, но регулярно избивал их за малейшую провинность. А также, со слов Марка, он рассказывал им подробности своей интимной жизни и иногда заставлял смотреть вместе с ним порно. Устав от постоянных скандалов и побоев, в 1971 году Жанин подала на развод. Все дети остались с ней. Можно предположить, что женщине не хватало времени уделить достаточное количество внимания своим детям. Она постоянно работала, чтобы прокормить себя и 5 детей, поэтому большую часть времени малыши были предоставлены сами себе. По описанию членов семьи, Марк был вспыльчивым, раздражительным и агрессивным. Будучи подростком, Дютру командовал своими братьями и сестрой. Сестра Валерий вспоминает, что после того, как отец ушел из дома, старший брат занял место главы семьи. Он начал требовать того же особого отношения, что и его отец, и все остальные подчинились. Его брат Йохан позже описал его как диктатора. Он всегда навязывал свою волю другим. Он был чрезвычайно ревнивым и эгоистичным. «Мы были счастливы, когда он ушел», — говорил Йохан. Из-за своего характера мальчик учился очень плохо и, пока получил среднее образование, поменял аж 4 школы. В одной из них Марк тесно общался с одним пожилым педагогом. Этот педагог являлся педофилом. Растлители малолетних часто выбирают профессии, где их работа связана с детьми, например, школы, детские лагеря, потому что такие люди страдают личностной незрелостью, которая способствует смещению сексуального влечения на несовершеннолетних. Спустя время их общение переросло в насилие над подростком. Мужчина регулярно принуждал Марка к интимным отношениям, и если подросток не сопротивлялся, то мужчина ставил ему хорошие оценки. Все эти действия привели Дютру к мысли, что секс – это услуга, которая хорошо оплачивается. В 17 лет Марк овладевает навыками электрика, уходит из отчего дома и переезжает в бельгийский Гарлем, провинцию Шарлеруа. Там же мужчина знакомится со своей первой женой. Свадьба состоялась в 1976 году. В браке у пары родились 2 детей. Но семейная жизнь быстро наскучила Дютру. Мужчина начал изменять жене, а в порывах гнева избивать ее. Молодая женщина не выдержала такого отношения к себе и ушла от мужа вместе с детьми. После развода Марк женился на одной из своих любовниц, Мишель Мартин, школьной учительнице. Мишель была родом из состоятельной буржуазной семьи. Ради Марка Дютру она бросила родной дом и стала жить с ним жизнью отщепенцев и бродяг в ночлежках, автомобильных прицепах, на свалках. Когда девушка познакомилась с будущим преступником, ей был 21 год. Для Марка Мишель была идеальной партнершей, а все потому, что она полностью разделяла все его извращенные фантазии. Девушка была настолько влюблена в будущего маньяка, что соглашалась на все его предложения. «Я ничего не знала о жизни и еще меньше о мужчинах. Дютру меня покорил, я его обожала», – рассказывала позже женщина. Дютру был электриком по профессии, но регулярно оставался без работы. Чтобы прокормить свою семью, он стал угонщиком автомобилей. Марк угонял элитные автомобили, которые затем экспортировались в Чехию и Венгрию.
Он также был известен тем, что грабил людей и иногда торговал наркотиками. На средства, вырученные от краж автомобилей, Дютру смог приобрести 7 небольших объектов недвижимости в Шарлеруа и его окрестностях. В 1983 году полиция арестовала Дютру за изнасилование и пытки 50-летней женщины. Он напал на нее с целью ограбления. После произошедшего женщина обратилась в полицию. Там она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что Дютру засунул лезвие бритвы ей во влагалище. Однако прокуратура отказала женщине в возбуждении уголовного дела. Они посчитали, что рассказ женщины недостаточен, и вообще все звучит неправдоподобно, а дополнительных улик и свидетелей у них не было. Марк же своей вины не признавал, поэтому спустя время его отпустили. В 1984 году у Мишель и Марка родился их первый ребенок, сын, Фредерик, а в 1994 году появился второй сын. Однако Марк к своим детям не испытывал никаких чувств, его постоянно раздражал их плач. Дютру совершенно не радовался их первым зубам и первым шагам, в отличие от Мишель. Женщина очень любила своих детей. Однако она никогда не препятствовала, когда Дютру давал старшему сыну снотворное, чтобы мальчик не шумел или от злости сбрасывал ребенка с лестницы, если он мешал. Вероятно, Марк повторял действия своего отца, он требовал от детей полного беспрекословного подчинения. Если действия детей портили его планы, Дютру их избивал или наказывал. К жене он относился не лучше, хоть с его слов он ее и любил, но супруги часто дрались, остервенело пиная друг друга ногами. Бурные семейные сцены не помешали Мишель родить от своего обожаемого Марка третьего ребенка, дочку. В 1985 году Дютру начал серию похищений. Первое доказанное похищение произошло 17 октября. Пропала 11-летняя Сильвия Д. В тот же день Дютру и Мишель Мартин похитили 19-летнюю Марию В. Обе девочки были изнасилованы. В декабре пара похищает 15-летнюю Элизабет Г. С нее начинает рождаться коллекция порнографии Дютру. Марк насиловал, а его спутница Мишель снимала все на видеокамеру. К похищению Аксель Д. 14 декабря присоединился еще один сообщник – Жан Ван Петегем. Мужчина проживал вместе с Дютру после мобилизации из армии и последующего неудачного брака. 17 января 1986 года 18-летняя Кэтрин Б. была похищена из города Обе в провинцию Эно. У Дютру был один или два сообщника, которых полиция так и не нашла. Петегем в то время находился в Германии в качестве военнослужащего и не мог помочь Дютру. В начале февраля 1987 года Мартин, Дютру и Петегем были арестованы. Во многом это вина Петегема, который в разговорах с девушками выдал о себе много информации. Этих данных оказалось достаточно для того, чтобы полиция смогла его опознать. В конечном итоге все трое были осуждены 26 апреля 1989 года. Дютру получил 13,5 лет, Петегем получил 6,5, а Мартин 5 лет. Дютру получил более суровый приговор, потому что он также совершил несколько ограблений. Дютру отсидел 3 года и был освобожден за хорошее поведение. Мартин вышла на свободу через 2 года. В тюрьме Марк изучал информатику, посещал собрания анонимных алкоголиков, хотя никогда не пил, регулярно ходил в тюремную церковь и беседовал со священником. Дютру 7 раз получал отпуск, проводил его возле своей 82-летней бабушки и трогательно заботился о пребывавшей в маразме старушке. Досрочное освобождение Дютру было предоставлено Мельхиором Ватле, который в то время был бельгийским министром юстиции. Решение об освобождении Дютру было принято вопреки совету прокурора и психиатра, обследовавшего его в тюрьме. Они единогласно заявили, что Дютру по-прежнему опасен. Министр юстиции Ватле разрешил досрочно освободить многих бельгийских преступников, осужденных за преступления на сексуальной почве. Мать Дютру также предупреждала тюремную администрацию: «Я знаю своего сына и знаю, какой он упорный. Если ему что-то взбредет в голову, то он пойдет на все, чтобы добиться своего. Я только не знаю, что он планирует, но я этого боюсь. Все боятся, кто знает его». Но к словам женщины тогда никто не прислушался, оставив без внимания ее предупреждение. После освобождения Дютру обратился к врачу, заявив, что является жертвой судебной ошибки и страдает от депрессий и фобий. Врач поверил пациенту и прописал ему успокоительные снотворные препараты,
рогипнол и халдол. Врач-психиатр признал, психика Мишель и Марка пострадала в результате тюремного заключения. Благодаря ложным психическим заболеваниям супругам Дютру удалось добиться пенсии по инвалидности. Суммарно они получали от государства 2000 евро в месяц. Тюрьма совершенно не исправила преступников. Мужчина просто сделал вывод, что свидетелей не стоит оставлять в живых. Для похищения девочек Марк нашел новых сообщников. Наркоман Мишель Лаливьер постоянно нуждался в дозе, поэтому готов был выполнить любой приказ Дютру. Вторым сообщником стал ранее судимый за ограбление Бертран Вейнштейн. Как только Дютру вышел на свободу, он и его жена Мартин соорудили самодельную темницу с клетками. Площадь комнаты составляла 2 метра в длину, меньше метра в ширину и 1,5 метра в высоту. Вместо туалета поставили пластмассовое ведро, а стены покрасили желтой краской. Позже Марк расскажет на следствии, что специально выбрал желтую краску. Желтый цвет веселый, бодрящий. Вход в подземную камеру закрывала железобетонная дверь весом 200 килограммов. «Это мое изобретение, мой шедевр», — сказал о двери Дютру. В этой комнате преступники планировали держать и пытать своих жертв. Также все эти пытки они планировали снимать на камеру, а видеокассеты продавать. Первыми пленницами в подземелье Дютру стали Жюли Лежен и Мелисса Руссо. 24 июня 1995 года 8-летние одноклассницы были похищены во время прогулки в Грасс-Холлонь. По словам очевидцев, подружки исчезли во время совместной игры. Они смеялись и махали руками проезжавшим мимо машинам на мосту. Девочек схватили и затолкали в машину, затем их привезли в дом Марка в Мерсинелле. Дютру держал их взаперти в созданной им темнице, неоднократно подвергал их сексуальному насилию и снимал порнографические видеозаписи. Как и ранее, Дютру действовал не один, ему помогала его супруга Мишель Мартин и Бертран Вейнштейн. Вот такие комментарии давал Марк по поводу заточения девочек. Сначала приходилось давать им рогипнол, потом они привыкли к новой обстановке, я ими манипулировал. Я запугивал их бандой, и они думали, что я о них забочусь. Сначала они плакали, скучали по родителям, но через месяц приспособились к обстоятельствам. В августе 1995 года Дютру со своим сообщником Мишелем Лаливьером похитили 2 девушек с вокзала прибрежного городка Остенда, примерно в 100 милях от Шарлеруа. Похищенными были 17-летняя Ан Маршалл и 19-летняя Эфье Ламбрекс из Хасселта. Во вторник, 22 августа, Ан и Эфье отправились посетить представление иллюзиониста Расти Растелли в казино Бланкенберга. По окончании представления около 23:30 камеры видеонаблюдения, установленные в вестибюле казино, зафиксировали их выходящих из здания. В 0:44 девушки сели в последний трамвай. Им необходимо было попасть в Вест-Энд, там их ждали друзья. Но до места назначения они так и не доехали. Девушек по дороге перехватили Марк и Лильевр. Анну и Эфье силой заставили проглотить рогипнол, а когда лекарство подействовало, их изнасиловали. Поскольку Лежен и Руссо были уже в темнице, Ламбрекс и Мартин приковали цепями к кровати в спальне. С почти взрослыми девушками Ан и Эфье было труднее справиться, они стали для Дютру обузой, постоянно сопротивлялись, сильно кричали и не оставляли попыток сбежать. Поэтому преступник постарался от них поскорее избавиться. Он подсыпал девушкам снотворное и увез в свой дом в Жюме. Там проживал сообщник Дютру Вейнштейн. Вдвоем мужчины завернули Ламбрекс и Маршалл в целлофановые пакеты и закопали. Их похоронили заживо. Через несколько месяцев после смерти Анны и Эфье Вейнштейн и некий Филипп Дайверс угнали в фургон, что не осталось незамеченным полицией. Между Дютру и его сообщниками начались долгие разборки из-за угнанного автомобиля. Вейнштейна искали правоохранительные органы, Дютру рисковал быть пойманным. Он переживал, что Вейнштейн может рассказать о 4 убийствах, поэтому он похитил своего сообщника и заковал в темнице, где содержались Жюли Лежен и Мелисса Руссо. В это время он разрешал девочкам свободно передвигаться по дому. В конце концов, Дютру убил своего подельника, закопав заживо на одном из своих участков. А сам вскоре был арестован за угон автомобиля. Его осудили на 4 месяца.
8-летние девочки на момент задержания все еще были живы, поэтому Дютру обязал приходить Мишель и кормить их. Пока преступник несколько месяцев был за решеткой, его жена Мишель практически не давала девочкам никакой еды. Один раз она положила на лестнице перед входом в подвал завязанный розовой лентой полиэтиленовый пакет с печеньем, и при этом вся дрожала от страха, как она выразилась на следствии. Но тайник отделен от лестницы железобетонной дверью, а женщина не проверяла, заперта ли дверь на замок. «Я боялась этих детей», — объяснила Мишель. Зато она регулярно кормила в отсутствие мужа 2 овчарок, которые охраняли дом и не пускали посторонних. 28 мая 1996 года Марк похитил 12-летнюю Сабину Дарден. Девочка ехала в школу на велосипеде, но неожиданно перед ней возник ржавый фургон, из которого вылез Марк Дютру. Сообщником Дютру в этом похищении был снова Мишель Лильевр. Они приказали девочке залезть в железный ящик и перетащили ее в комнату. Сабина оказалась в доме в Марсинелле, где погибли Жюли и Мелисса. Похититель надел на шею девочки цепь и приковал ее к двухъярусной кровати. Через 3 дня после похищения Дютру спустил девочку в подвал. В комнатке, спрятанной за шкафом, был матрас, кишащий клопами, столик, старый телевизор, игровая приставка, 2 лампы и вентилятор. В течение 3 месяцев Дютру подвергал ее сексуальному насилию, держа взаперти в своей темнице, а весь процесс снимал на камеру. Когда девочка не смогла удовлетворить его сексуальные потребности, Марк решил похитить еще одного ребенка. 9 августа Дютру похитил 14-летнюю Летицию Делес, когда она возвращалась домой из местного общественного бассейна. Он поместил ее в подземелье вместе с Сабиной. Девочка также подверглась сексуальному насилию. 13 августа 1996 года в полицейский департамент Бельгии позвонил очевидец похищения Летиции Делес. Он назвал первые цифры номера автомобиля, на котором предположительно похитили подростка. Прокурор Мишель Бурлет начал поиск машины по базам данных. В итоге он выяснил, что автомобиль с указанными номерами принадлежит Марку Дютру. 13 августа более 40 полицейских провели синхронный рейд по всем 7 объектам недвижимости, принадлежащим Дютру. Марк, его жена Мишель и их сообщник Лильевр были доставлены на допрос. Дютру хладнокровно лгал и отрицал свою причастность к похищению. После нескольких часов допроса следователи отпустили Лильевра. Однако после того, как сосед Дютру выступил с заявлением, что видел, как Марк и Лильевр несли девочку, завернутую в одеяло, следователи немедленно арестовали Лильевра во 2-й раз. После 2-го задержания мужчина дал признательные показания, затем свою вину признала и Мишель Мартин. Однако Марк долго настаивал на своей невиновности. Только после того, как свидетели рассказали, что жена и сообщник дали признательные показания, Дютру сдался. При этом он неоднократно менял свою версию в течение нескольких недель, а затем в конечном итоге заявил: «Теперь, когда все эти части истории противоречат друг другу, я отдам вам 2 девушек». 15 августа 1996 года Дютру отвел полицию в подземелье своего дома в Марсинелле, где находились Сабина и Летиция. Стражи правопорядка обнаружили 2 истощенных и трясущихся от страха девочек. Увидев, как жертв выносят из дома, толпа прорвала полицейское оцепление и едва не растерзала Марка Дютру. После этого случая его стали тщательно охранять и везде возили в бронежилете. После того, как были найдены 2 живые девочки, полиция возобновила допрос Дютру, надеясь получить информацию о Джули и Мелиссе, 2 пропавших 8-летних девочках годом ранее. Спустя 48 часов допроса маньяк наконец признался, что девочки
были в его доме. Полиция поспешила в дом Дютру в Марсинелле, надеясь найти девочек живыми, но, к сожалению, они обнаружили тела Джули и Мелиссы в мешках для мусора в саду. Хотя они были похоронены в саду его дома, маньяк заявил, что не несет ответственности за их смерть. Он утверждал, что находился в тюрьме, а в том, что девочки погибли, виновата его жена Мишель. Рядом с трупами девочек полиция обнаружила еще одно закопанное тело. Останки принадлежали Вейнштейну. Пока полиция производила раскопки в саду Дютру, он признался в убийстве Ан Маршалл и Эфье Ламбрекс. Он рассказал, что трупы находятся в саду у дома в Жюме. 3 сентября 1996 года следователи выкопали останки 2 девушек. Судебно-медицинский эксперт установил, что у Маршалл во рту был кляп, а ее голова была завернута в пластиковый пакет с клейкой лентой. Ее запястья также были связаны скотчем. А еще вскрытие показало, что в момент закапывания она была жива. Ламбрекс была убита тем же способом. Обе девочки были крайне истощены. Следствие. Началось длительное расследование. Сабина и Летиция активно помогали следствию. Помимо найденных 4 тел, из дома были изъяты сотни видеокассет с детской порнографией. Однако в адрес полиции была высказана резкая критика за то, как они вели дела по поиску девочек. В 1995 году мать Дютру написала властям письмо, в котором заявила, что ей известно о том, что Дютру похитил 2 девочек и держит их в своем доме. Но сотрудники правоохранительных органов не обратили внимания на это сообщение. После похищения Лежана и Руссо в июне 1995 года полиции потребовалось 14 месяцев, чтобы арестовать Дютру. Хотя Марк с самого начала должен был быть главным подозреваемым. Он единственный в округе, кто совершал подобные преступления раньше. Однако никто из полицейских даже и не подумал допросить его. Во время обыска по делу об угоне автомобиля полиция дважды, 13 и 19 декабря 1995 года, посещала дом Дютру, где содержались Лежан и Руссо, но не нашла их. Один из сотрудников даже услышал детские крики, но совершенно не обратил на это внимания. Мужчина подумал, что голоса доносятся с улицы, а не с подвала. Также при обыске было изъято несколько видеокассет с порнографией, но они так и не были просмотрены. Уже после задержания Марка стало известно, что на некоторых кассетах запечатлено, как Дютру строит подземелье, а на других содержались записи издевательств над Лежен и Руссо. Мишель Бурле, который был назначен ведущим следователем, сказал, что некоторые видеозаписи и вовсе исчезли. В октябре 1996 года Верховный суд отстранил судью Жан-Марка Коннерота от расследования из-за опасений по поводу его беспристрастности после того, как он посетил ужин по сбору средств для семей жертв. В ходе следствия было выявлено множество сообщников и просто свидетелей, многие из них погибали при странных обстоятельствах. Например, Хосе Степпе заявил, что у него есть информация о Дютру. За 2 дня до дачи показаний он умер, в его дыхательном аппарате от астмы нашли успокоительное. Сандра Клейс, бывшая девушка одного из сообщников Дютру, слышала, как они обсуждали способы заработать много денег. Внезапно совершают убийство. Жан-Поль Тиману арендовал гараж напротив ангара, которым пользовался Дютру. Мужчина пытался рассказать в 1995 году другу важную информацию о своем соседе. Однако не успел. Спустя год после этих слов в реке случайные прохожие нашли его ногу. Кристиан Конрандес был заключенным, которого должны были допросить о его связях с Дютру, но ему удалось сбежать. Через месяц он был найден мертвым. Анна Каневода связалась с полицией, чтобы рассказать им о связях порносообщества и Дютру в Восточной Европе. Однако девушка не дожила до суда маньяка. Ее труп нашли 7 апреля 1998 года. Она была избита и задушена. Всего было 22 смерти, которые так или иначе были связаны с делом Марком Дютру. Все эти обстоятельства привели к акции протеста. 20 октября 1996 года в Брюсселе прошел Белый марш. Это была самая крупная демонстрация в истории Бельгии. Более 300 тысяч человек несли в руках белые шары, белые розы и белые лилии, присоединившись к акции протеста по делу Марка Дютру, обвиненного в убийстве, похищении и изготовлении детской порнографии. Марш был организован родителями 4 молодых девушек, которых Дютру замучил и убил.
Едва суд отстранил Жан-Марка Конерота, как рабочие завода Volkswagen в Форесте и завода Opel в Антверпене, сталелитейщики из Cockerell Semba, докеры и железнодорожники остановили работу и вышли на улицы. Тысячи рабочих блокировали улицы и двинулись к ратуше и судам. Окна Центрального суда Антверпена были забросаны булыжниками. Сотни разгневанных учеников попытались штурмовать здание. В Льеже пожарные пригнали свои машины к зданию суда и облили его из шлангов. Они сказали, что стремятся очистить это гнездо от коррупции и преступности. В то время как организаторы Белого марша требовали соблюдения правила «никакой политики», бельгийские сепаратисты и фашисты попытались использовать дело Дютру в своих интересах, агитируя за распад Бельгии и преобразование ее в конфедерацию независимых государств. Забастовки и акции протеста продолжались до следующего дня. То, что начиналось как ужасное преступление и затянувшийся юридический скандал, переросло в широкомасштабный политический кризис для всего правительства. Социальная напряженность, порожденная делом Дютру, грозила превратить разгорающиеся классовые конфликты в социальный взрыв. Скандал вокруг расследования уголовного дела, которое бельгийцы назвали позором для их страны, привел к поражению на выборах 1999 года правящей партии Бельгии. В результате Кабинет министров, а за ним и все руководство органов юстиции ушли в отставку. Не менее 7 сотрудников правоохранительных органов были арестованы по подозрению в связях с Марком Дютру. Одним из них был Жорж Зико, полицейский детектив, которого считали соратником Дютру. Теория заговора. Длительная задержка судебного процесса породила теории заговора, в том числе о том, что Дютру подбирал маленьких девочек для богатых клиентов. Он распространил этот слух в комментариях телеканалу VTM. «Только потому, что я совершил несколько глупостей, это не значит, что я должен платить за мафиозную систему, двигателем которой я не был», говорил журналистам Марк. Расследование его финансовых дел показало, что вскоре после нескольких исчезновений бельгийских детей, не только тех, кто фигурирует в деле Дютру, крупные суммы денег были анонимно переведены на несколько его банковских счетов. После этого комментария в полицию обратились 11 свидетелей. Эти люди дали показания анонимно. Им присвоили кодовые имена X. Они не встречались и не знали друг друга, но указали на одних и тех же известных людей, политиков и обвиняемых по делу Дютру. С их слов, все эти люди были членами сети, ответственной за жестокое обращение и убийство многих детей. Из показаний свидетелей X стало известно, что Мишель Нихул играл ключевую роль в сети. Мужчина устраивал мероприятия для бизнесменов, чиновников, на которых также присутствовали несовершеннолетние. Детей использовали для оказания секс-услуг. Некоторые из свидетелей X описывают экстремальные виды секса, применяемые к ним и другим детям. Один из свидетелей, который является сотрудником полиции, сказал, что они были свидетелями и испытали подобное насилие. Он также рассказал о случаях, когда детей преследовали по лесу с собаками. Один из свидетелей показал, что частым посетителем на сборищах, связанных с сексуальными оргиями с несовершеннолетними, пытками и убийствами, был генеральный секретарь НАТО Вилли Клаас. Клаас ушел в отставку после того, как его признали виновным в коррупции в ходе тендера на крупный оборонный контракт, связанный с вертолетами «Агуста», крупным производителем военных вертолетов из Италии. Согласно показаниям еще одного свидетеля, Этьен Давиньон, Морис Липпенс, Поль Ванден-Бойнайтс, Бенуа ден Бумвуазен и принц Александр Саксон-Кобург-Готский присутствовали на оргиях с участием несовершеннолетних. Один из свидетелей, который значился под кодовым именем X1, решил дать показания открыто, не скрывая своего имени. Это была Регина Лауф. Женщина утверждала, что родители продали ее в детстве мужчине, Тони Ванден-Богарту. Он неоднократно водил ее на секс-вечеринки с 11 лет. Несколько свидетелей и членов семьи Лауф подтвердили, что у нее были сексуальные связи с Ванден-Богартом, начиная как минимум с 12 лет. Однако мужчину никогда не допрашивали, не обвиняли и не осуждали за сексуальное насилие. Она утверждала, что на секс-вечеринках присутствовали другие несовершеннолетние и что их тайно снимали на видео в целях шантажа. Регина также вспомнила детали интерьера, биографические данные жертв, друзей жертв, насильников и людей из близкого окружения Мишеля Нихуля. Также Лауф рассказала, что Марк Дютру часто посещал эти вечеринки
и снабжал девушек наркотиками, а также присматривал за ними. В качестве вознаграждения ему разрешалось доставлять девушкам удовольствие. Она называла имена некоторых других жертв детской секс-банды, которые были убиты, а именно Кристин Ван Хикс, Катрин де Кайпер и Карин де Лаэр. Позже полиция подтвердила, что девочки действительно были убиты. Регина смогла описать, как они были убиты, и ее описания соответствовали результатам вскрытия 2 трупов жертв, что подтвердила полиция. Офицер полиции Руди Хоскен сказал: «Она сообщила нам некоторые подробности, которые говорят о том, что их невозможно знать, не побывав в том месте, то, как было найдено тело, и то, как она описала человека, который был убит. Полученная информация позволяет следователям связать ее показания с несколькими нераскрытыми делами об убийстве детей». 27 января 1997 года было решено возобновить расследование нераскрытого убийства подростка Кристин Ван Хис, которое вновь привлекло к себе внимание благодаря показаниям Регины. 13 февраля 1984 года 16-летняя девушка была обнаружена мертвой. Перед смертью девушку неоднократно изнасиловали, затем задушили. Чтобы избавиться от тела, преступники подожгли Кристин. В первоначальном расследовании уже были зацепки, указывающие на Марка Дютру и Мишеля Нихуля. Но эти зацепки были по какой-то причине проигнорированы. Повторное расследование было поручено тому же следственному судье, который вел дело в 1985 году. Однако и во второй раз дело также осталось нераскрытым. Причастность Мишеля Нихуля к этому делу подтвердить не удалось. Возможно, это было связано с тем, что сестра судьи была крестной матерью ребенка Нихуль. Другие дела об убийстве детей, вновь попавшие в поле зрения, были оставлены нетронутыми, и к тому времени срок давности по всем этим делам истек. После повторного расследования дела Кристин Ван Хис судья Коннорот был отстранен от рассмотрения дела. Первоначальные сотрудники полиции, которые сначала допрашивали Лауф, были заменены. Они планировали провести общенациональную операцию по расследованию всех заявлений Регины Лауф, включая обыск частной собственности и допрос названных ею лиц. Судья Жан-Клод Ван Эспен отклонил показания свидетеля X1 и прекратил разбирательство. Он отметил, что у женщины было подтвержденное специалистами психическое расстройство. Якобы Регина страдает от диссоциативного расстройства личности, вызванного тяжелым и длительным сексуальным насилием, которому она подверглась в детстве. Поэтому ее свидетельства нельзя считать правдивыми. В конечном итоге Лауф не вызвали для дачи показаний по делу Марка Дютру. Но родственники погибших девушек продолжали настаивать на версии существования сети педофилов. В качестве доказательства этой теории они приводят отказ следствия проанализировать ДНК из подземелья. В комнате, где держали 2 девочек, было найдено бесчисленное количество волос. Судья Ланглуа отказался провести их анализ, хотя ведущий следователь полиции Мишель Бурле умолял его провести их анализ, чтобы узнать, были ли замешаны другие люди, кроме Дютру. Генеральный прокурор по делу Энн Тилли заявила, что не верит, что кто-то еще был замешан, и поэтому не анализировала образцы. Адвокат Дютру Ксавье Манье заявил во время судебного разбирательства: «Я говорю не только как адвокат, но и как гражданин и отец. Он был не единственным дьяволом. Из 6000 образцов волос, которые были найдены в подвальном помещении, где содержались некоторые жертвы, было обнаружено 25 неизвестных профилей ДНК. В том подвале были люди, которых сейчас не обвиняют. Обвинение же никогда не пыталось сопоставить эти профили ДНК с людьми, замешанными в этом деле». Карине Руссо и ее мужу Джино Руссо не разрешили опознать свою дочь и осмотреть ее тело. Власти сообщили им, что Дютру опознал ее, и этого достаточно. Вскрытие Мелиссы показало, что она неоднократно подвергалась изнасилованию в течение длительного периода времени. Из тела не было взято никаких доказательств ДНК, чтобы окончательно убедиться, что ее насиловал только Дютру. При этом сам же маньяк всегда отрицал изнасилование Мелиссы и Джули. 23 апреля 1998 года Дютру разрешили ознакомиться с материалами своего дела. Его сопровождали 2 полицейских. Когда один офицер пошел на перерыв, Дютру одолел другого и смог сбежать. Его схватили через несколько часов. В результате в отставку подали министр юстиции Стефан Леклерк, министр внутренних дел Йохан ван де Ланотте, начальник полиции, ведущий это дело. Прокурор же покончил жизнь самоубийством.
Родители погибших девочек считали, что кто-то пытался помочь Марку сбежать, однако план потерпел фиаско. Суд над Дютру начался 1 марта 2004 года, примерно через 7,5 лет после его первоначального ареста. Это был суд присяжных, и для дачи показаний было вызвано больше 400 человек. Председатель суда, судьи, присяжные заседатели, прокурор, защитники, свидетели приехали в Марсенель около полудня. Самих обвиняемых полицейские фургоны доставили на место преступления в 6 часов утра. Страшная история, которая началась 9 лет назад, получила не менее страшное продолжение. Суд провел свое заседание на месте преступления. Посещение трагического места, где умирали от голода невинные жертвы маньяка из Шарлеруа, было организовано по настоянию выживших девочек, жертв педофила Летиции Делес и Сабины Дарден. Поначалу решено было осмотреть только те места, где без воды и пищи умерли 4 малолетних девочки и с трудом выжили Сабина и Летиция. Но свидетели настояли, чтобы судьи осмотрели не только подземные тайники, но и поднялись в дом, где обвиняемый регулярно совершал над девочками сексуальное насилие. Человеку, не знающему сути происходящего, могло показаться, что в маленьком Марсенелле происходит невиданная по размаху полицейская операция. Жителям домов даже на прилегающих к дому Дютру улицах до 2 часов дня не разрешалось не только выходить, но даже открывать окна. С проезжих частей из открытых домов были убраны все автомобили. Бельгийская бригада кинологов в полном составе прибыла в городок, собаки обнюхивали каждый камень. 280 агентов были расставлены по месту следования судебного кортежа. Дежурство несли 12 бригад скорой помощи возле палаток с красными крестами. Прессе отвели место на весьма почтительном расстоянии, но и здесь к заранее аккредитованным журналистам был представлен специальный полицейский, наблюдающий за каждым движением операторской камеры. Невиданные меры безопасности объясняются тем, что главному преступнику Марку Дютру несколько лет назад удалось сбежать прямо из здания суда. Тогда на его поимку были брошены полицейские силы не только Бельгии, задействованы поисковые вертолеты. Однако больше всего полицейские чины боятся того, что Дютру погибнет от снайперской пули или взрыва. Маньяка судили за убийство Ан Маршалл, Эфье Ламбреско и Бертрана Вейнштейна. Признавая похищение, он отрицал все 3 убийства, хотя ранее признался в убийстве Вейнштейна. Дютру также было предъявлено обвинение во множестве других преступлений: угоне автомобиля, похищении, покушении на убийство, попытку похищения, растление малолетних и 3 несвязанных между собой изнасилованиях девочек в Словакии. Об этих случаях узнали благодаря обнаруженным в доме Марка видеокассетам. Обе выживших, Сабина Дарден и Летиция Делес, дали убедительные показания. Дарден сказала, что Дютру был тем, кто похитил ее, и что он был единственным похитителем, которого она видела за 80 дней своего заточения. Также Марк был единственным, кто издевался над ней. Делес рассказала, что за 4 дня, которые она провела в плену, Дютру приковал ее к кровати и неоднократно насиловал. Девочки рассказали, что больше их никто не насиловал. Жену Дютру, Мишеля Лельевра и Мишеля Нихуля, судили как сообщников. Чтобы защитить обвиняемых, их заставили сидеть в стеклянной клетке во время суда. Первую неделю судебного разбирательства фотографии лица Дютру не разрешалось публиковать в бельгийских газетах по соображениям безопасности. На протяжении всего судебного процесса Дютру продолжал настаивать на том, что он был частью общеевропейской сети педофилов, с сообщниками среди полицейских, бизнесменов, священников, врачей и высокопоставленных бельгийских политиков. 14 июня 2004 года, после 4,5 месяцев судебных заседаний, которые уже обошлись в 5 с лишним миллионов евро, председатель суда Стефан Гу поставил перед присяжными 243 вопроса по конкретным пунктам обвинения, предъявленного Марку Дютру и его сообщникам. Ответ на каждый из вопросов мог быть только абсолютно однозначным – виновен или невиновен. На время принятия решения присяжные были изолированы на военной базе Бастен. По всему периметру базы были расставлены вооруженные полицейские. Была исключена любая возможность общения присяжных заседателей с внешним миром. Отобраны мобильные телефоны, радиоприемники. Из казарм убраны телевизоры. В зоне военной базы подавлялись все радио и высокочастотные сигналы. И вот после 3 суток совещаний присяжных доставили на военном автобусе в здание суда, где они
сообщили о своем решении. Самих обвиняемых при этом в зале не было, чтобы и они не могли оказать давление на присяжных. Дютру, Мартен и Лельевр были признаны виновными по всем пунктам обвинения, в то время как присяжные не смогли вынести вердикт в отношении роли Нихула. Позже он был оправдан судом по обвинению в похищении и убийстве девочек. В мае 2010 года бельгийская прокуратура сняла с Нихула все обвинения в причастности к педофильской группировке за отсутствием каких-либо вещественных доказательств. 22 июня Дютру был приговорен к максимальному сроку – пожизненному заключению, Лельевр – к 25 годам. Хотя Нихул был оправдан по обвинению в похищении людей и заговоре, он был осужден по обвинению в торговле наркотиками и получил 5 лет. Жена же чудовища Шарлеруа была приговорена к 30 годам тюремного заключения. Она была признана полностью ответственной за свои действия, хотя, возможно, страдала от синдрома дереализации, полностью подчиняясь своему мужу. С момента вынесения приговора Марк Дютру несколько раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но всегда получал отказ. По сей день он все еще находится в тюрьме в Нивеле. 28 августа 2012 года вышла на свободу Мишель Мартин, что вызвало общественный резонанс. Она скрывается под защитой бельгийских властей. В бельгийском городе Шарлеруа открыт белый мемориал в память о жертвах маньяка-педофила Марка Дютру. Инаугурация прошла на месте снесенного дома убийцы и насильника. Дело Дютру вызвало большой резонанс в Бельгии. После его ареста в 1996-м около 300 тысяч человек вышли на белый марш в Брюсселе с требованием защитить детей. Je pense que ça fait partie de l'histoire de la Belgique et qu'on est dans l'obligation de ne pas oublier. C'est un événement historique. Je ne dis pas ça parce que c'est ma fille, je dis ça parce que c'était la réalité. Quand le peuple sort dans la rue, c'est historique et c'est rare. Дорогие гости и подписчики канала, как вы думаете, кому и зачем понадобилось годами затягивать судебный процесс? А также, правильно ли поступили присяжные, отклонив предположение о заговоре педофилов? Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы. И не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.